Всем доброго дня, друзья мои. Знаете, я недавно заметила, что очень часто выходят такие видеоролики, интервью с известными или не совсем известными бизнесменами, там, политиками и прочие, мужчины представительные, которые говорят, что я женился для того, чтобы моя жена создавала уют, воспитывала детей, а не для того, чтобы она работала, пахала. Я столько работаю, у меня столько бывает трудностей в бизнесе, нервотрепок, что я должен приходить домой, меня должна встречать улыбающаяся женщина, вкусно кормить меня, ублажать, любить и так далее. И поэтому моя жена не должна работать, пусть работают жены тех мужчин, которые слабые, несчастные, вот их жены пускай пашут. А моя жена должна быть как королева. Они все время используют это слово королева. Я к ней отношусь как к королеве. Она должна только мне показывать свою красоту. Она не должна вести никакие соцсети, она не должна нигде появляться. Зачем ей это надо? У нее есть муж, она может своему мужу раскрываться, если нужно. Ну вот, подобное, значит, выражение. На самом деле, что в реальности? Если выкинем в сторону эти все высокопарные такие фразы, да, выражения. Если мы вспомним исторические личности женского рода, которые были жены правителей, императоров, султанов. Это были далеко не женщины, которые сидели на кухне и ждали мужа. И, как ни странно, эти сильные мужчины имели большой выбор и имели огромные гаремы, но почему-то среди всех этих женщин красивее этой, той самой выбранной, избранной фаворитки, может быть, более сексуальнее, чем она. Но выбирали именно эту женщину, с ней жили и любили ее, берегли. И давали ей огромную власть. Так была Аржуманд, которая стала супругой Шаха Джахана и царицы Индии. Он ждал ее 7 лет. У него были другие жены, но он ее любил и ее забирал везде в поход. Они были не просто друзья, партнеры, любимые там, то есть любящие друг друга люди. Они были соучастники многих преступлений. Они вместе свергли его отца. Они вместе строили эту власть. Она была частью его. Если мы вспомним ту же самую Хюррем, которая была очень образованная женщина своего времени, и она далеко не была красавица. Все ее описывают как бледную, без особых черт лица там красивых, что у нее был нос такой кругленький или вздернутый, что она была невысокого роста, рыжая. Рыжие вообще тогда не считались красавицами. Более того, их сторонились. Но почему-то Сулейман выбрал именно ее, а не ту самую красавицу Махидевран и других жен. Почему? Она отличалась умом. Она была его другом. Он разрешил ей написать письма монархам всего мира, что для того времени патриархально это было просто неслыханно, невиданно, невозможно. И таких примеров великое множество, не будем сейчас, когда женщины, иногда простолюдинки, иногда из знатного рода, например, как Бона Сфорца, которая стала супругой Сигизмунда Старого, польского, и хоть король выбирался там на сейме каждый год, каждый раз, когда нужно было выбирать нового короля, она настояла на том, чтобы началось династическое правление Егелонов. И уже будучи маленьким ребенком, ее сын Сигизмунд Август был выбран сначала великим князем литовским, потом королем, вторым молодым королем.
То есть она все это обеспечивала, она была очень начитанная, вела хозяйство. Процветание началось в Польше во время ее правления. И это была не женщина, которая сидела на кухне, готовила и ублажала своего старого мужа. Точно не она. А куда делись женщины, которые любили, ублажали своих мужей, жили их жизнью, растворились в них, обеспечивали им тыл, помогли им подняться, добиться карьеры? Эти женщины потихоньку старели, закрытые в своих кухнях. Они не развивались, они не одевались, их никто не видел. Они нигде не показывали свои интеллектуальные способности, они нигде себя не применили. Многие из них были очень умные женщины и очень начитанные, образованные. Они могли подняться по карьерной лестнице выше мужчин. Но многие незамеченно умерли, ушли, пока муж развлекался с более яркими особами, интересными. И все время говорил: ну я же возвращаюсь домой, я же к тебе прихожу все равно. Я же тебя люблю, это мне просто так надо, я же мужчина, я должен там, искать какую-то утеху на стороне. Но я же тебя не бросаю. А почему не бросал он ее? Потому что она была идеальная служанка. Мебель, то есть стул, например, который уже старый, растрепанный, уже вышел из моды давно. Но он крепкий, на нем можно сидеть и сидеть без конца. Сколько угодно. Другие вот стулья новомодные, красивые, быстро ломаются, а этот выдерживает, понимаете? И, конечно, ты не выкинешь такой стул, потому что он замечательный. Да, ты сначала вынесешь на улицу, пускай на улице будет, дома как-то не смотрится уже. В беседку куда-нибудь, там, возле дома поставишь, будешь сидеть, наблюдать за соседями. Но не выкинешь. Хороший, добротный стул, выдерживает, крепкий. То же самое, та самая жена, которой говорят: ну я же к тебе возвращаюсь все время, я же тебя не бросаю. А кто будет караулить ваш дом? А кто будет вызывать службу там, не знаю, разного рода, газ, воду делать, что-то сломалось? Кто будет за этим всем следить? И это надо кого-то вызывать, каких-то людей селить в доме, чужих, правда? Прислугу, например. А кто будет снег убирать? А кто будет внуков нянчить? А кто будет в огороде пахать? Это бесплатная служанка, которая очень удобна и выгодна. Поэтому мужчины до последнего не уходят. Эта женщина смелее возьмет себя в руки и скажет: знаешь что, я полюбила, или пошел ты куда подальше, и уходит. Мужчины никогда не уйдут. Потому что они без женщин, как без рук. Вот этот дед, который здесь жил после бабушки, они же вдвоем жили. Так он умер. Прошло всего-то сколько? 3-4 месяца, как бабушки не стало. Не выжил человек без женщины, понимаете? Как без рук. Где трусы, где носки, где приготовленная еда, все тебе подают. Дома сидит бесплатная служанка, которая полностью зависит от тебя и должна выпрашивать униженно на трусы, на носки себе деньги. А ты скажешь: у тебя и так полно этих трусов, нечего. Вон, возьми, зашивай и надень еще раз. Достал уже. Почему я должен... Куда уходят такие деньги? Человек отдает там 3-4 тысячи на целую неделю и орет: куда эти такие огромные деньжища уходят? Он понятия не имеет, сколько стоят продукты вообще в дом. А знаете, почему он не знает это все? Потому что ему никто ничего не предъявлял. Сначала его любили, берегли. Он, бедненький, устает, работает на работе. Детей гнали от него: отойдите, папе нужно отдохнуть, не мешайте. Ночью, когда дети плакали или вставали, или им в туалет нужно было, мать вставала. Кошки, собаки, за ними ухаживать, их стричь, отвезти, привезти в больницу. Она выполняет роль бухгалтера, который должна считать семейный бюджет, сколько нужно, что нужно. Она в голове пересчитывает, где купить подешевле, чтобы хватило. Детям нужно в школу все это. Она все эти предметы, все, что надо в школу, знает наизусть. Дома надо готовить, надо купить на всю неделю. Она должна рассчитать эти деньги, чтобы на все хватило. Она в родительском комитете состоит. Она знает, какие дали детям задания на лето.
Она знает, какие у них болезни, она знает, у кого какая аллергия на что. Она знает весь свой дом, она знает, где что лежит, она знает, что там может сломаться, нужно мастера вызвать. Она и плотник, она и готовит, она и стирает, она и бюджет этот планирует. А мужчина что, он пошел на свою работу, вернулся, разлегся на диване и каждый раз орет: зачем тебе такие деньги? Столько денег, твои дети невоспитанные, не дают мне отдохнуть. Зачем нам это надо? Зачем нам туда ехать, если мы можем поехать в село отдохнуть? Мама приедет на Новый год, сестра с семьей приедет, надо готовить, думай, что будешь делать, понимаете? Это абсолютно бесправная прислуга, которая вначале терпит мужа из-за любви, потом терпит, потому что дети без отца останутся, потом ей деваться некуда. И что происходит в итоге? В итоге им становится по 50 или 60 лет, и муж смотрит на эту замученную, уставшую кухонную курицу и говорит: вот нахрена мне этот чайник с золотыми зубами и с химией на башке? Пойду я найду нормальную бабу. Я что, недостоин нормальной жизни, сексуальной? Ну зачем вот это вот расплыла жиром, квадратная стала, неинтересная, вечно болеет, вечно у нее что-то настроение достало. Пусть я же не ухожу от нее. Я же живу как бы с ней, в конце концов. И вот в этот момент такая ушлая, молодая цап-царап и потащила этого козлика к себе. И начала его хвалить, какой он замечательный, какой он прекрасный в постели, прям лев, тигр, не знаю, пантера и прочее. До того момента, пока он все не отберет у этой жены, не выкинет ее на улицу, не продаст, не отдаст ей. Тогда эта молодая думает: а нахрена мне этот бетон с золотыми зубами? Найду-ка я нормального мужика. Выкидывает его на улицу. И он приходит к своим детям, к жене с повинной головой, да? Как говорится, меч повинную голову не сечет. Да, не сечет, но про веревку там ничего не сказано. И, как правило, его прощают, принимают. Общество же так. Ну, мужик, отступился, что теперь? Точнее, оступился, да. Что теперь делать? Это же ваш отец все-таки. И прочее. Вот что происходит с женщинами, которые растворяются всецело в своем мужчине, любят его, обожают его, обеспечивают ему тыл, все делают для него. И вот эти высокопарные слова: я должен приходить домой, чтобы дома была женщина, и приятно пахло, и чтобы было вкусно, и чтобы все было хорошо, чтобы мои друзья, гости, все были довольны, я и так деньги приношу. Это держать в узде всегда ту самую бесплатную служанку, которая тебе родит детей, продолжит твой род, в конце концов. Завтра с гордостью скажешь: у меня сыновья растут, вон такие красавцы, это мои дети, конечно. И сын, конечно же, скопирует твое поведение в своей семье. Я отец семейства, я обеспечиваю, я работаю, я все делала всю жизнь. Ты дома только сидела всю жизнь, все время спала. У них же ощущение, что мы дома весь день только спим. А стирка сама стирается, и дети сами, готовят себе кушать, и борщ тоже сам по себе сварился. И дома чистота сама по себе началась. Понимаешь, ведьмы такие. Приказали швабре, она все почистила, умыла, по местам разложила. Все само происходит. Ты и так дома целыми днями. Как правило, говорят мужчины. Я недавно смотрела репортаж, когда он говорит, что они живут всей семьей. И жена, конечно, за всех должна делать. У него там 4 сестры, мать, бабушка, тетка, которая замуж не вышла, еще кто-то, в общем, человек 15, помимо него. И на вопрос: а как ваша жена, себе как уделяет время? Вы говорите, она должна красиво выглядеть, она должна быть ухожена, у нее должны быть красивые ногти, гламурная жизнь. И на вопрос, как она успевает коров доить и гламурно выглядеть, и 15 человек обслуживать, он говорит: она же все равно весь день дома сидит, что ей еще делать, у нее столько времени. Понимаете, вот представление мелких мужчин, женщина, ничего не делает. Это абсолютное неуважение. Когда мужчина такое говорит: ты и так дома сидишь весь день,
Он не представляет, что это такое. Был такой советский фильм, когда жены обиделись, ушли от казаков и оставили хозяйство, детей. Так эти бедные казаки были в таком состоянии. И коровы там недоенные мычат, и дети не накормлены, и дом чуть не сгорел, когда они пытались кашу приготовить. И они умоляли, пошли, просили целой делегации жен вернуться. Когда обнуляют тебя, говорят о том, что ты так дома сидишь, это говорит о том, что человек пытается просто, манипуляция, это мы часто говорим, он должен иметь над тобой власть. Он тобой руководит, как хочет, потому что ты от него зависишь. Что происходит с женами, которые не работают, я вам скажу. Очень много таких женщин ко мне потом обращаются. Я всю жизнь для него, для детей жила, все делала. Теперь он нашел молодую, все продал, меня выгнал на улицу. А у меня нет ни образования, ни опыта, я нигде не работала. Как мне быть? Вы зависите от него всецело. И это ему нравится. У него есть личная секретарша, уборщица. В какой-то момент личная утеха постельная, пока вы не достанете, пока не надоест ваше тело. Все, а потом вы просто останетесь как служанка. Не обольщайтесь. Женщина, когда работает, она выходит в люди, общается с людьми, одевается. Она поднимается по карьерной лестнице, она себя уважает, она любит себя, потому что она видит, что она чего-то добивается. И мужчина должен быть ее болельщик, он должен поощрять ее таланты, говорить, что она сможет, помочь ей где-то, а не принижать и говорить, сиди дома, ты баба, твое дело кухня и дети, и нечего туда суваться. Те мужчины, которые постоянно ревнуют своих жен, это те мужчины, которые сами изменяют налево и направо. Кидаются на все, что двигается, понимаете? Они по себе судят, что если женщина пошла за хлебом, все, теперь она вот собрала всех мужиков, которые там стояли возле магазина, и пошла в кусты. У них извращенная грязная фантазия, они судят по себе, ибо сами никогда не были верны ей. Сильный мужчина хочет видеть рядом с собой сильную женщину, которая поможет ему, когда он попадет в беду, когда у него будут какие-то проблемы. Жена встанет стеной и поможет ему в этой ситуации, как друг. Прежде всего дружба, потому что и постельные утехи, и страсть, это все угасает, остается уважение и дружба. Оно выше иногда, чем любовь. Когда мужики говорят, почему моя жена должна пахать на какого-то дядю? Но если твоя жена предпочитает пахать на какого-то дядю, но лишь бы работать, значит, ты не обеспечиваешь эту семью. Значит, ты ни черта не делаешь, она вынуждена пойти и все это терпеть, по крайней мере, зная, что там есть ресурс. Там хотя бы деньги есть, и не страшно на улице оставаться завтра. Когда мужчина, лежа на диване, говорит, иди проси денег у сестры, у подруги, у мамы, и хотят, чтобы их уважали, их главенство в семье, когда женщина все делает, когда женщина не может на них надеяться. Завтра сделаю, послезавтра, потом сделаю. И в конце концов ждет, когда он куда-нибудь уедет, чтобы не задеть его мужское эго. Это все делается с помощью мастера. А он даже не заметил. Или заметил, сделал вид, что не знает, сохранил свое лицо. Не говорят, что вы должны своих жен отправлять на шахту пахать, понимаете? Или на соляные рудники. Но женщина должна развиваться и работать. Она должна быть в курсе дел, событий, что в жизни происходит. Любой человек не должен закрываться в своей крепости. Развитие человека происходит вне крепости. Если человек закрыт в себе, не говорю, что должен приглашать каждый день каких-то гостей, но, по крайней мере, он должен общаться с социумом. Мы социальные создания. Если он закрывается в крепости, он не развивается. Он не берет чужой ресурс, он не отдает свой ресурс. И в какой-то момент он оказывается на улице.
никому не нужен, и без опыта, без знаний. Даже самые замечательные мужья не живут вечно, к сожалению. Может быть, очень хороший муж, который всю жизнь баловал, любил, обожал и не давал работать нигде, сам все делал. Может быть, в какой-то момент у него сердце остановилось, или он в аварию попал. Что ты будешь делать с детьми потом? Не просто же жены богатых за несколько лет просто распродают все и остаются ни с чем на улице. Потому что опыта управления у них нету. Они ничего не знают и не умеют. А ведь женщины далеко не глупые создания. Я не помню, кто сказал, что доверьте женщине то, что делает мужчина, и она превзойдет его в этом. Женщины управляли государствами, царствами. Еще в те патриархальные времена, когда женщину не допускали до власти. Они были регенши, они были самоуправленцы. Женщина получила более-менее мало-мальски свободу после революции. До этого она была вообще никто. И домострой ее подчинял. Она была просто идеальная служанка. Не имела ни своего дома, ни своего мнения. Была всецело зависима. И поэтому развод для женщины, оказаться на улице, быть изгнанным, это было равно смерти. Либо она должна была быть служанкой в доме своего брата, сначала отца, потом брата, а потом в доме своего мужа. И становилась хозяйкой только когда свекровь умирала, и еще когда муж умирал. Окончательно она становилась главой семьи, и вот теперь невестки ей подчинялись. Вот как было ее, то есть как была ее жизнь устроена. А женщины очень умные могут быть. Они плетут такие интриги, что мужчинам и не снилось. И в политике преуспевают женщины. А политика – это и есть управление государством. А сколько у нас женщин-правительниц было и в древние времена, и в средние века, которые очень успешно управляли. Она мать, она хозяйственная, она посвящает время стране, а не утехам, как это делают мужики. Охоты, бабы, развлечения. У нее нет на это времени, она мать этого государства. Кто у нас создал эту страну, можно сказать, собрал и объединил? Княгиня Ольга. У России женское лицо, она женщина. Поэтому ей просто так не угодишь. Она не любит лодырей и тунеядцев. Она любит работающих мужиков и женщин. И самое главное, дорогие мужчины, когда вы говорите, почему ты должна работать на чужого, на кого-то там, замечательная мысль, очень хорошая, поддерживаю. А знаете, как надо делать так, чтобы твоя женщина работала не на чужого, а на себя? Берешь и даришь ей салон красоты на 8 марта. И она там будет работать на себя. Это будет ее детище. Она будет рада, она будет руководить, это ее. Или подари ей завод, в крайнем случае, или кафе, например. А может быть, какой-нибудь свадебный салон. Не хотите подарить ей? Ну, то, что ей нравится. А может, она профессор у вас, может, академик. Тогда откройте академию какую-нибудь наук и подарите ей, пусть она будет там руководителем, ректором. А если она врач, тогда откройте для нее клинику и подарите. Она не будет на дядю работать, она будет работать на себя, на семью. Если она фармацевт, подари ей аптеку. Сеть аптек закупай и дай ей в руки, пусть управляет. Хорошая же мысль, правда? А то лежать на диване, а что ты будешь работать? А эти деньги возьми у своей мамы. А что твой отец денег не отправил тебе? О чем я должен, я устал. А чё? Удобнее всего. Дорогие женщины, если вам запрещают работать, выходить, общаться, от такого человека надо убегать. Потому что он вас использует, вот как паук высасывает все соки с мухи и вот оставляет вот эту оболочку. Придет время, он добьется всего, а вы обеспечите ему тыл. Дети вырастут. Он все оформит на себя, потому что вы неграмотны в этом всем. Вы не вникаете, вы не знаете, как он все это делает.
И в какой-то момент чемодан в зубы и пошла нахер отсюда. У меня другая женщина, я ее люблю, детям я буду помогать, а ты мне никто. До свидания. А вам уже 50 или 60 лет, вы остались на улице. На просто перекрестке цивилизации. Понимаете? И куда вам идти? У вас ничего нет, у вас нет опыта, у вас нет знаний, у вас нет денег своих отложенных, у вас нет имущества, у вас ничего нет. Вы никто. Поэтому не верьте их сладким речам. Они очень противоречивы и изменчивы. Сегодня сказали так, а завтра по-другому. Иногда и детям не помогут потом. Понимаете? Иногда, зная, что это последнее жилье, и там живет его бывшая жена с ребенком, которой деваться некуда, которая там много лет была рядом, была как тыл, помогала во всем, пока он карьеру создавал. Даже зная такое, они подло выкидывают ее на улицу с этим ребенком. Иди работай. Привыкла, весь день дома сидишь. Говорит тот, который только вчера говорил, моя жена не должна работать, я сам прекрасно обеспечиваю, чего тебе не хватает. Они так легко поменяют свое мнение и свои слова, что вы обалдеете. Понимаете, любовь любовью, а кушать хочется всегда. Это очень неустойчивое чувство. Иногда мужчина может долго играть в любовь, потому что ты очень удобная. А потом окажется, что это совершенно было не так. Вариантов много. В любом случае надо быть личностью. Не надеяться, не зависит ни от кого. Если он работает, если он приносит, замечательно, и ты работай, приноси. Что это, одно другому мешает? А хозяйство, уже сейчас 21 век, люди едят иногда в кафе просто. Им главное быть вместе, проводить время от времени. Что там, еда, это прям возвели в культ. Чтобы дома всегда было кушать, как будто, как свиньи жрем сутками. Не надо возводить в культ еду. Кушать можно заказать. Кушать можно приготовить. Прийти пораньше с работы и приготовить, и и так успеть. Не в этом суть счастья, чтобы пожрать почаще, повкуснее. Это тоже немаловажно, но не только это главное, понимаете? Главное быть личностью, собой, не растворяться в другом человеке. Всем удачи!